Оценим торговые отношения стран Африки с Китаем и США на основе открытых фактических данных об импорте и экспорте. Чем выше доля страны среди всех стран Африки в торговле с США или Китаем, тем ярче ее цвет на картограмме. 2020 год. Экспорт Китая в Африку 111 миллиардов долларов. Импорт из Африки 56 миллиардов. Экспорт США в страны Африки заметно ниже – 22 миллиарда. Импорт из Африки 19 миллиардов. Посмотрим за 5 прошедших лет. Суммарный экспорт Китая в Африку за 5 лет почти в 2 раза выше суммарного импорта Китая из стран Африки. 619 миллиардов против 355 миллиардов долларов. Почти в 2 раза. Суммарный экспорт США в Африку за 5 лет ниже китайского более чем в 4 раза, но примерно равен импорту из Африки. 145 миллиардов, а импорт 146 миллиардов. Объем торговли Африки и США более сбалансирован, но заметно меньше, чем у Китая. Отсюда рост задолженности большинства стран Африки перед коммунистическим Китаем в последние десятилетия. Инвестиции США и Китая в Африке примерно равны, у каждого чуть менее 50 миллиардов в 2021 году. Посмотрим на 25 лет экспорта США и Китая в Африку. Основные партнеры гегемонов – ЮАР, Египет, Нигерия, Алжир. В чем разница, что бросается в глаза? Еще раз упомянем, что торговля Африки с Китаем намного объемнее, чем с США. Из картограмм видно, что Конго, Замбия, Зимбабве намного больше торгуют с Китаем, чем с США. Нетрудно догадаться, что именно эти страны имеют наибольшую задолженность перед Китаем. Республика Судан. 25 лет у США практически нет торговых отношений с Суданом, а для Китая один из главных партнеров. В 2007 году 70% суданской нефти шло в Китай, взамен юаней. И вот на нефти юаней покупаются китайские товары и техника. Отметим, что Китай активно проникает в сферу телекоммуникаций и СМИ в Африке. При этом в индексе свободы прессы Китай традиционно на последних местах, как и Судан. У Китая есть идея, стратегический план «Один пояс, один путь». Частью этого плана является и Африка. Фактически Китай поставляет товары в долг, является крупнейшим кредитором сегодня 32 стран Африки. Инвестиции США – это частные инвестиции. Здесь инвесторы тщательно оценивают риски, это же их деньги. И, конечно, отдают предпочтение странам с развитой демократией, институтами, верховенством закона. В общем, можем поспорить. Мне кажется, что Китай экспортирует товары, проводит такую жесткую экспансию по плану, коммунисты, а США более гибкие и действительно, да, экспортируют демократию. В этом заинтересован их капитал. Напомню, что самый удобный способ взять картинки из моих видео – воспользоваться расширением YouTube Screenshot. Пишите в комментариях, насколько информация была вам полезна. Меня зовут Николай Помещенко. До свидания.